Меня всегда поражало совершенство природных механизмов, их невероятная точность и завершенность, абсолютная симметрия, восхитительная пропорциональность, автором которой мог быть только Создатель. Всю свою жизнь я стремился получить доступ к тайникам Господа. Я хотел заглянуть в самое сокровенное, в душу человеческую. Но я не учел только одного. Творец так просто не проигрывает. Сеньор Лоренцо. Франческо. Простите. Настали смутные времена, везде заговоры и предательства. Поэтому я хотел узнать, куда вы ходите каждую ночь. Я знаю, вы дружите с мастером с детских лет. Мастер. Да кому нужен твой мастер? Неужели ты до сих пор не понял, что имя вашего мастера не стоит ломаного гроша? Ведь за всю свою жизнь великий Леонардо да Винчи не создал ничего по-настоящему стоящего. Но Леонардо это ничуть не волнует. Для него картины – это просто научный эксперимент, не более. О, мой бог! Это же орнитоптер! Летающая машина Леонардо! Леонардо не продвинулся дальше чертежей. Это мое имя. Пойдет в историю вместо имени Леонардо да Винчи. Я провел жизнь в тени Леонардо. Часто меня называли его слугой. Это ли не ирония? Леонардо был рожден вне брака. Его мать была обычной крестьянкой, в то время как отец, Пьер да Винчи, был потомственным нотариусом, услугами которого пользовались даже при дворе. Сеньор да Винчи не оставил своего незаконнорожденного сына и поселил Леонардо в родовом поместье. Наши отцы дружили, и мы с Леонардо тоже были близкими друзьями и проводили много времени вместе. Мы рассматривали облака, наблюдали за течением воды в реке, собирали коллекции насекомых и растений и мечтали обо всем на свете. А знаешь, я понял, почему небо синее. Смотри. Видишь, река состоит из маленьких прозрачных капелек. Но когда капельки собираются вместе, они становятся одной голубой гладью. Мне кажется, что и небо состоит из таких же капелек. Только они все висят в воздухе.
Больше остального Леонардо увлекало волшебство полета. Он не желал мириться с тем, что человеку предоставлено место только на земле, и мечтал придумать способ покорить небо. Леонардо? Сегодня мне снился сон, будто я лечу высоко над землей. Интересно, что если сюда прикрепить крылья? Я смогу летать, как птица? Ну, не знаю. Леонардо, ты ведь не собираешься и вправду сделать это? Нельзя просто прикрепить крылья и полететь, слышишь? Естественно, Леонардо не послушал меня. Он всегда поступал по-своему. Используя тростник и кожу, он смастерил крылья и тут же испытал их. Но, как я и предполагал, попытка закончилась неудачей. Как тебе вообще могло прийти в голову прыгнуть с крыши, используя это? Я хотел научиться летать, как птицы. Я сделал крылья в точности, как у них. Но они почему-то летают, а у меня не получилось. Бог определил место для каждого существа. Место человека на земле, а не в воздухе. Это закон природы. Но ты мне говорил, можно обойти любой закон. Ну да, я признаю, что как придворный нотариус я часто пользуюсь этим. Но это, мой мальчик, касается только тех законов, которые придумали люди. Законы природы на то и совершенные, что их придумал Бог, а не человек. И не стоит искать в них брешь. А я попробую. Я попробую обхитрить Бога и природу. Осторожнее. Всевышнему могут не понравиться твои слова. И не делай так больше. Я чуть не потерял тебя. Леонардо начал самостоятельно изучать химию, биологию, механику, анатомию. Ко всему прочему, у него явно был талант художника. Зарисовки, которые он делал, отличались поразительной точностью. Поэтому, когда пришло время выбора ремесла, сеньор да Винчи, не раздумывая, принял решение отдать сына в мастерскую известного флорентийского художника Андреа дель Вероккио. Мастерская Вероккио была одной из лучших школ Италии. Кроме живописи, ученики также имели возможность изучать основы прикладных и гуманитарных наук, которые им преподавали выдающиеся учителя Флоренции. Леонардо, Пойдем, пойдем. Леонардо был талантливым учеником и легко осваивал все предметы, но особенно ему нравилась математика. Вселенную составляют 4 элемента. Земля. Вода. Воздух. И огонь. В определенной пропорции. Любое нарушение пропорции может привести к гибели гармонии мира. Пропорция – это божественный пятый элемент, который объединяет остальные
и является условием гармонии целого. Это сущность жизни. Значит ли это, что узнав, в каких именно пропорциях создана природа, можно разгадать формулу, которую Бог использовал для создания мира и человека? Учитывая, что все в мире подчиняется математическим законам, такая вероятность, безусловно, существует. Однако до сих пор это еще никому не удавалось. На этом мы и закончим наш урок. Слова учителя натолкнули Леонардо на удивительную идею о том, что все явления в природе связаны друг с другом, и во всем есть закономерность. Так же, как вода в реке состоит из множества капелек, каждая из этих капелек состоит из частичек, которые, в свою очередь, содержат меньшие капельки, и так до бесконечности. Таким же образом, макрокосмос является отражением микрокосмоса, а человек есть отражение Вселенной. Если в мире все пропорционально, то получается, в этой капле должно быть столько жизни, сколько на Земле и во всем мире. И что это значит? А значит, если человеку удастся разгадать формулу божественной пропорции, тогда не будет ничего невозможного. Понял? Меня всегда изумляло то, с какой легкостью Леонардо размышлял о божественном. То, что для меня казалось непостижимой тайной, он воспринимал всего лишь как ребус, к разгадке которого нужно было просто подобрать ключ. День за днем, пробуя различные математические комбинации, Леонардо искал ту самую закономерность. Он сравнивал пропорции растений, части тел животных и человека. Но прошло несколько лет, а все было тщетно. Другой бы давно отступил, кто угодно, но только не Леонардо. И так же, как раз в 1000 лет звезды выстраиваются в правильную линию на небосклоне, Леонардо удалось сложить все части мозаики. Я нашел ее. Кого? Формулу. Я нашел ее. Это конкретное число. Каждое третье число является суммой двух предыдущих. Разделив любое из меньших чисел на соседнее большее, мы всегда получим 0,618 тысячных. Это число заложено во всем, что нас окружает, и в нас самих. Будь то ракушка, молодой росток папоротника, трепетные крылья бабочки, конечность животного или даже лицо человека. Это и есть божественная пропорция. А теперь смотри. Разместив в левом нижнем углу сидящие фигуры ангелов и сместив горизонт чуть-чуть повыше и поместив на фон темные пятна растений, можно визуально сместить центр и придать всей композиции необходимый ритм. То есть ты хочешь сказать, что моя картина недостаточно хороша? Но вот здесь ошибка. Эту картину мне заказала церковь. Она должна быть закончена через 2 недели. И если к тому времени она не будет готова, я тебя выгоню. Да, выгоню. Не посмотрев на то, что я дружу с твоим отцом. Прошу.
Когда Леонардо закончил работу над картиной, стало очевидно, что он был прав. Ему удалось математически рассчитать то, что, казалось, могло родиться только чувством и талантом мастера. Никто до него не делал ничего подобного. И это было восхитительно. Мне больше нечему научить тебя. Мой ученик превзошел меня. Да, он лучше нарисовал. Я не вправе выгнать тебя. Это ты можешь уйти из моей мастерской по собственному желанию. Да. Что вы стоите? Что вы стоите? Бездельники! Работайте! Но Леонардо решил остаться в мастерской. Правда, уже в другом статусе. Он стал полноправным компаньоном сеньора Вероккио. Благовещение и портрет Дженевры де Бенчи. Первые картины Леонардо, выполненные на заказ. Лица будто живые. Да. Леонардо считал, что изобразить внешний облик человека может любой художник. Он же хотел научиться передавать портретам еще и состояние души. Именно поэтому Леонардо все чаще задавался вопросом, как можно увидеть душу, понять, из чего она состоит и как влияет на тело. Я наблюдаю это каждый раз. За пару мгновений до смерти лицо человека выражает одновременно столько эмоций. Тяжкого преступления Валентино Пьяджо. Презрение, Через повешение. гнев. Но когда момент смерти все же приходит, ужас. В момент самой смерти лицо человека разглаживается и превращается в безликую маску. Наблюдая за казнью, Леонардо предположил, что душа обитает в голове человека, отражаясь эмоциями в его глазах, как в зеркале. Он захотел убедиться, что его наблюдения верны, и решил вскрыть тело умершего. Это был очень рискованный поступок. Церковь запрещала анатомировать мертвых, так как считалось, что душа покидает тело человека только спустя 40 дней после его смерти, а вскрытие может навсегда оставить душу умершего на земле. Но Леонардо это не остановило. В своем стремлении постичь все тайны жизни он готов был приступить даже священные запреты. Ну что ж, приступим. Исследовав мозг, Леонардо обнаружил связанные с глазами сферические зоны, одна из которых располагалась в центре головы. Он предположил, что центральная сфера и является местом пребывания души. Однако
она была пустой, и души там не оказалось, что, собственно, и доказало правоту Леонардо. Именно душа оживляет тело человека и покидает его сразу после смерти. Леонардо стал частым гостем в Мертвецкой. Он анатомировал множество тел и каждый раз делал невероятные открытия. Наши глаза не только зеркало души. Они источник информации для Творца. Основа науки. Я долго изучал, как передать красками то, как глаз воспринимает окружающую красоту мира. И, наконец, я понял. Смотри. Все дело в удаленности объектов. Вещи на расстоянии кажутся более расплывчатыми, поэтому необходимо и писать их с такой же расплывчатостью. Я назвал это воздушной перспективой. Леонардо да Винчи, Лоренцо Росси. Именем герцога вы обвиняетесь в занятиях черной магией. И с сего момента будете взяты под стражу до вынесения приговора. Эксперименты Леонардо с анатомированием не могли остаться незамеченными. Кто-то анонимно обвинил нас в страшных преступлениях. Мы были схвачены. Господь наказывает нас за богохульство. Но ведь я же не виноват! Это ты! Ты вскрывал трупы! Я же говорил, что не надо этого делать! А теперь и моя душа будет гореть в аду! Леонардо молчал. Впервые он был наказан за свои действия. И, по-моему, впервые в жизни по-настоящему испугался. Единственный, кто мог повлиять на ход суда, был герцог Медичи. И наши отцы, пользуясь своим положением при дворе, обратились к нему за помощью. Безусловно, обвинения, предъявленные вашим сыновьям, очень серьезны. И юноши должны понести наказание. И если я не накажу их, то церковь накажет меня. С другой стороны, если же все узнают, что сыновья моего главного нотариуса и лучшего ювелира уличены в поклонении дьяволу и занятиях черной магией, мне нужно время подумать. Да, ваша светлость. Ваша светлость. Герцог Медичи принял решение вмешаться и повлиять на ход следствия. В конце концов, оказалось, что нет ни одного свидетеля, способного подтвердить предъявленное нам обвинение, и дело было закрыто. Однако герцог опасался распространения слухов. Поэтому одним из условий нашего освобождения был отъезд из города. Береги себя. Прощайте. Той же ночью мы покинули Флоренцию. По наставлению наших отцов мы направились в Милан искать покровительство в лице герцога Людовико Сфорца. Людовико славился своей любовью к искусству, и в его дворце было множество выдающихся мастеров. Однако, чтобы представить себя при дворе, необходимы были рекомендации, а наш бывший учитель, сеньор Вероккио, отказался ручаться за нас, чтобы не запятнать свое имя. Без рекомендаций наши шансы привлечь внимание Сфорца сводились к нулю. Мы были в растерянности, но неожиданно удача улыбнулась нам.
мы прибыли в Милан к ежегодному музыкальному соревнованию. Множество музыкантов из разных городов собирались, чтобы продемонстрировать свое мастерство. Лучшие получали денежное вознаграждение и приглашались ко двору. Леонардо решил принять участие в конкурсе и таким образом привлечь внимание Сфорца. Кажется, это магия. Этот юноша продал душу дьяволу не иначе. Мой придворный оркестр из 30 инструментов играет тише, чем одна твоя лира. Мои советники утверждают, что ты использовал магию. Никакой магии здесь нет. Это всего лишь наука. Дополнительные пустоты в черепе усиливают звук. Он врет. Кто же сделал для тебя такой инструмент? Мастер стоит перед вами, ваша светлость. А еще, я не только музыкант. Я в той же мере могу быть архитектором, живописцем, инженером и механиком. Также я знаю, как сделать легкие и прочные мосты, которые можно переправлять в ходе преследования. Я придумал способ, которым можно осаждать замки. Прежде всего, осушив ров с водой. Я умею писать масляными красками, а не сухой темперой. Так что ваши портреты будут выходить из-под моей кисти такими же яркими, как и звучание моей лиры на фоне других инструментов. Сфорца был заинтригован и пригласил Леонардо представить свои чертежи перед ученым советом. Создать закрытые, безопасные и непроницаемые колесницы, оснащенные пушками, при помощи которых можно будет разрушить любую крепость с большого расстояния. Я знаю, как в короткие сроки построить сотни таких колесниц, что сделает вашу армию непобедимой. Ни один из ваших соперников не осмелится бросить вам вызов. А в случае, если военные действия будут происходить на море, я могу создать множество всяких орудий, действенных как при атаке, так и при защите. К примеру, суда, способные передвигаться под водой и таким образом быть невидимыми для противника. А еще я придумал человекоподобную машину, железного рыцаря, который сможет самостоятельно передвигаться и заменит десятки ваших воинов, наводя ужас на врага. Замысел Леонардо удался. Герцог Сфорца был настолько впечатлен его умениями, что тут же распорядился зачислить Леонардо в гильдию герцогских инженеров. Так было положено начало нашей новой жизни. Поставь это вон туда. Добавь смолы. Да, сеньор. Цвет должен быть идеально черным. Хорошо. Зачем ты сделал все стены черными? Я вычислил, что таким образом солнце будет оставаться только на модели, поглощаясь черной краской. Я буду писать портрет Чичилли и хочу, чтобы освещение было идеально.
Что-то ты слишком много внимания уделяешь сеньорите Чичилии. Портрет фаворитки герцога Чичилии Галлерани был первым заказом Сфорца и являлся своеобразным испытанием. Когда Леонардо выкрасил стены мастерской в черный цвет, все, в том числе и Сфорца, сочли его безумцем. Однако вскоре стало очевидно, что таким образом Леонардо действительно удалось добиться идеального освещения. Солнечный свет рассеивался и мягко ложился на натурщицу. Ее образ будто светился изнутри. То, что появляется под твоей кистью, весьма впечатляет. Такой техники я никогда не видел. Только одного не пойму, почему вместо собачки нарисован горностай. Но как же? Гордый горностай – это символ чистоты и непорочности. Ну что ж, мне нравится. А вам, сеньорита Чичилия? Этот портрет – мой свадебный подарок сеньорите. Я выдаю ее замуж, и вскоре она покидает наш двор. Ну, а хватит об этом. Давайте поговорим о более важных делах. Я хочу прославить нашу династию, поставив в центре города конный постамент моего отца. Я хочу, чтобы ему не было равных, как в Италии нет равных фамилии Сфорца. Сколько вам понадобится времени, чтобы предоставить эскиз? Полгода, не меньше. То есть 2 месяца. Хорошо. Но ни дня больше. Италию начинает охватывать война. И мне необходим символ, утверждающий в глазах миланцев мою власть. Конечно же, пары месяцев на подготовку было недостаточно. Нет, спасибо. Поэтому необходим был совершенно новый подход, исключающий точные математические расчеты и массу эскизов. И Леонардо придумал его. Вместо того, чтобы делать множество зарисовок с натуры, Леонардо решил создать полномасштабную анатомическую модель коня. Для этого он взял тушь упавшего коня, отделил всю плоть от костей и затем собрал весь скелет заново. Сочленения были скреплены проволочными петлями, а полоски тянущейся ткани заменили мышцы. Затем, оказывая рычагами необходимые усилия на сухожилие, Леонардо придал фигуре коня такую позу, которая была им задумана для постамента. А задумал он воссоздать вставшего на дыбы коня, олицетворявшего момент достижения победы. Никто до Леонардо не делал ничего подобного. Ведь такая конструкция сама по себе была бы неустойчивой, и для того, чтобы она не рухнула при первом же порыве ветра, требовалось провести колоссальные математические расчеты. Но в этом и заключалась хитрость. Анатомическая статуя исключала ошибку. Поза коня была идеально сбалансирована самой природой. Леонардо оставалось лишь перенести все на бумагу. Сфорца пришел в восторг от эскизов и поручил Леонардо приступить к изготовлению постамента.
10 лет понадобилось Леонардо, чтобы закончить полномасштабную глиняную модель коня. И, наконец, в ноябре 1493 года постамент был представлен герцогу. А я слышал, что вы умертвили дюжину коней для создания эскиза. Что ж, смею вас разочаровать, эти слухи не вполне точны. 100, не меньше. А знаете ли вы, что части тел разных животных идеально подходят друг другу, и человеку под силу создать новое существо? Не гневите Господа подобными заявлениями, сеньор Леонардо. Господь найдет способ остановить вас. Леонардо, я впечатлен. Постамент Сфорца был признан чудом света. Но ведь была сделана только глиняная модель. Отлить постамент в бронзе сеньор Леонардо не успел. Да, не успел, но на этот раз не по своей вине. Началась война, и вся бронза ушла на пушки. В то же время, создавая анатомическую статую коня, Леонардо задался вопросом, можно ли соединить части тел разных животных так, чтобы они образовали новое существо. Для своих экспериментов он стал скупать у крестьян всякую падаль, мертвых собак, кошек и даже ворон. Из-за этого вокруг мастерской начали ходить слухи, будто бы герцог нанял не художника, а алхимика, который разрабатывает эликсир долголетия. Однако цель у Леонардо была иной. Он так и не оставил свою детскую мечту дать человеку крылья. Чего ты так злишься? Он всего лишь маленький мальчик. Салай, прекрати. Я давно понял, что все земные существа, будь то лошадь, птица или даже человек, все они действующие по математическому закону механизма. Повторить их вполне под силу человеку. Но построенному механизму не будет хватать души, которая дает телу движение. Душа. Душа — это нечто, что невозможно вычислить математически. Единственный божественный элемент, который невозможно воспроизвести на Земле. Но я нашел выход. Создавая новое существо, нужно совместить два организма так, чтобы один из них обладал душой. К примеру, поместить человека в тело птицы. Леонардо, ты слишком далеко зашел. Ты берешь на себя обязанности Бога. Бог создал человека по своему подобию. Поэтому человек — единственное существо на Земле, наделенное способностью творить. И грех не пользоваться этим. К сожалению, человек скован рутиной и поиском пропитания, что уводит его от высшей цели. Вот и я обязан отвлекаться на мелочные заказы вельмож, прославляющие их мнимые достоинства, вместо того, чтобы всецело посвятить себя науке. Очередным заказом Сфорца стала роспись стены в монастыре Санта-Мария-дель-Грация. Фреска должна была изображать Тайную вечерю.
Несмотря на то, что Леонардо числился при дворе инженером, все заказы Сфорца касались в основном живописи, а не изобретений. Это раздражало Леонардо, так как отвлекало его от исследований. Монахи жалуются на вас. Говорят, что вы либо стоите в раздумье, либо вовсе отсутствуете. Послушайте, фреска практически закончена. Я нахожусь лишь в поиске образа Христа. Прошло 2 года. Можно было уже и найти. Кстати, в таких случаях, говорят, помогает молитва. Поторопитесь, сеньор Леонардо, иначе мне придется лишить вас жалования. На самом деле лик Христа не просто не удавался Леонардо. Краска попросту не впитывалась и будто просачивалась внутрь стены. Возможно, таким образом Господь посылал Леонардо знак, что ему пора остановиться. Прошел еще год, а лик Христа так и не был закончен. Началась война, и в 1499 году гасконцы захватили Милан. Сфорца бежал, и мы были вынуждены покинуть город. Наступило время скитаний. Италию разрывала война, и нам приходилось часто переезжать в поисках работы. В конце концов, Леонардо принял решение вернуться в родную Флоренцию и поселиться в отцовском поместье. Но Флоренция лишь на первый взгляд казалась гостеприимной. Там, на небосклоне искусства, сияла новая звезда. Слава 25-летнего Микеланджело сравнялась со славой Леонардо. Вы только поглядите, куда они додумались поставить мою статую Давида. С таким же успехом на это место можно было поставить глиняный горшок, а не произведение искусства. Ничего бы не поменялось. Может быть, вы, сеньор Леонардо, с высоты своего гения подскажете нам, где же должна находиться созданная мной статуя Давида? Мастер, пойдемте, вам не нужно его слушать. Подожди. Благородный сеньор Микеланджело, да будет вам известно, что статуя не живопись. И независимо от падающего света будет смотреться объемно со всех ракурсов. Скульптору не требуется работать над светотенью и изучать перспективу. Да что вы смыслите в скульптуре, сеньор Леонардо? Вы, который за 10 лет не смог отлить своего бронзового коня и к стыду своему оставил работу так и незаконченной. Поговаривают также, что и в живописи вы ничего не доводите до конца. Но этому есть свое объяснение. Все ваши работы осыпаются еще до того, как вы их заканчиваете. Куда же вы, сеньор Леонардо? Вскоре противостояние двух мастеров перестало быть только их личным делом. Будто бы развлекаясь и нарочно подогревая конфликт, магистры заказали расписать противоположные стены в зале Палаццо Веккио одновременно и Леонардо, и Микеланджело. Микеланджело придумал, выполнил и полностью закончил свой картон в течение недолгого времени.
Леонардо же, приступив к работе прежде своего соперника, успел приготовить только среднюю часть композиции. Стойте! Чему вы аплодируете? Может быть, я один вижу, что этот картон, в отличие от моего, даже не закончен? Позвольте вам объяснить. В своей незавершенности сей картон настолько же прекрасен, как и ваш, и даже более. Почему? Потому что талант живописца дает возможность погрузиться в изображаемое событие. Судя по тому, как расположены эти фигуры, здесь лежит воин. Он смотрит вверх на своих врагов. А здесь к нему со всех ног бежит его товарищ, забывший о сражении в порыве страха за жизнь друга. Таким образом, Леонардо утвердил себя в первенстве. Микеланджело счел это оскорбительным и покинул Флоренцию. Леонардо также не захотел задерживаться в городе, где для него устраивались унизительные соревнования. Вскоре мы направились во Францию. Несколько лет я пытался разгадать шифр, которым пользовался Леонардо. И вот. Зеркало? С его помощью мне удалось найти ключ к чертежам орнитоптера. И вот теперь я готов испытать его. Там ошибка! Стойте! 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 Лоренцо! Лоренцо! Стой! Не делай этого! Лоренцо! Лоренцо. Лоренцо. Друг мой. Друг. Леонардо, я хотел превзойти тебя. Прости. Ты давно превзошел меня. Задолго до того, как построил орнитоптер. Ведь сам того не зная, ты разгадал тайну жизни. Ты наслаждался каждым днем. А
Я жил, не замечая самой жизни. Я хотел лишь одного — перехитрить самого Бога. Какой глупец. Глупец. Всю свою жизнь я провел в поисках, скитаниях, трудностях. Только сейчас я понял, создав человека, Бог дал ему все, что необходимо. За свою короткую жизнь человек никогда не одолеет всех знаний, которыми обладает Господь. Но в наших силах учиться использовать то, что нам дано. Ну, поднимайте.